Всем привет! Ситуация на нефтяном рынке в последний год все больше напоминает сюрреализм, причем реальный. Минфин Российской Федерации сообщил, что цена на нефть Уралс достигла запланированных в бюджете значений $70 за баррель. Однако не уточнил, что курс рубля был заложен на уровне 68 рублей за доллар, а сейчас он на 50% выше, около 92-94 рублей за доллар. Неудивительно, что Минфин получает огромную сверхприбыль от такого соотношения цены нефти и курса рубля. За год в бюджет поступило дополнительных 3 триллиона рублей. Представьте, какую прибыль получают нефтяные компании. За полгода одна компания заработала 1 триллион рублей чистой прибыли, несмотря на снижение выручки. Компания производит меньше, а зарабатывает больше. Все нефтяные компании получили значительные прибыли, превышающие показатели двухлетней давности. Вот данные. Лукойл – 564 миллиарда рублей, Газпромнефть – 304 миллиарда рублей, Татнефть – 148 миллиардов. Лукойл даже предложил правительству выкупить свои акции у нерезидентов, что говорит о наличии избыточных средств. Но похоже, нефтяным королям этого недостаточно. Обратите внимание на рост цен на бензин на бирже в Санкт-Петербурге за последние месяцы. Нефтяные компании стараются извлечь максимум и на внутреннем рынке. Кроме того, нефтяные компании получают значительные привилегии в России. Да, сейчас ситуация на рынке очень непростая, но все-таки есть варианты, как приобрести выгодно машину. Смотрите, к примеру, есть скидки на машины в 50, 100 и 200 тысяч рублей. И многие об этом даже не знают. А вот если вы зайдете на Автоспот, то сможете хорошенько сэкономить. Тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Пользуйтесь бесплатным ресурсом, пока есть такие хорошие предложения. Выбирайте машину и оставляйте заявку для бронирования. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Минфин перечислил нефтяным компаниям из бюджета средства по так называемому топливному демпферу – 1,5 триллиона рублей за прошлый год. Напомню, что топливный демпфер компенсирует нефтеперерабатывающим заводам разницу в ценах на мировом рынке и внутренними ценами. Но как сейчас измеряется мировая цена для российских нефтепродуктов? Ведь они там продаются с большим дисконтом. Похоже, Минфин только сейчас понял, что нефтяные компании его обманывают. Недавно демпфер был уменьшен вдвое, но выплаты нефтяникам снизились всего на 30 миллиардов рублей в месяц. Минфин платит сейчас в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Как говорится, почувствуйте разницу. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Рост цен на бензин и дизельное топливо неизбежно приведет к значительному росту всех остальных цен, что особенно сильно ударит по наименее обеспеченным слоям населения. И это уже совсем не смешно для миллионов простых граждан России. Особенно если учитывать, что себестоимость литра бензина где-то рублей 8 максимум. Все остальное накрутки и налоги. А как считаете вы, сколько должен стоить бензин в России? Пишите в комментариях.